Сегодня у нас в меню блюдо уличной корейской кухни, а точнее самая простая его версия. Может быть, многие из вас знают это блюдо лапокки. И понадобится нам для его приготовления рамен, одна упаковка, то есть лапша быстрого приготовления. Это должна быть острая лапша, так как блюдо это острое, значит, и суповой пакет должен быть острым. Но главное, лапша должна быть толстая, такая как у настоящего корейского рамена. Обычно лапша быстрого приготовления, которая продается в России и других странах СНГ, она достаточно тонкая. Но, тем не менее, скажу, как ее можно использовать. Также нам понадобятся пакетики из этой лапши. Мы берем сковороду, многое в пропорциях зависит от размера сковороды, которую вы будете использовать. Заливаем на нее растительное масло, 1 столовую ложку. Это расчет на 1 порцию. Мы нагреваем масло. Кстати, у этого блюда есть версии и без масляной основы, но мы делаем именно такую версию. Также нам нужна острая чили-паста кочуджан. Я сделала свою домашнюю пасту, также ее можно купить в магазинах корейских товаров. Добавляем мы пасту кочуджан в объеме 1 столовой ложки. Здесь вверху линк на рецепт, как приготовить ее дома. И немного обжариваем чили-пасту кочуджан на слабом огне. Вот таким вот образом, обратите внимание, очень удобно использовать азиатские палочки для этого или, например, спатулу. Обжарив немного вот таким вот образом пасту, мы затем добавляем соевый соус в объеме 1 столовой ложки. И все хорошо вот так вот перемешиваем, огонь продолжаем поддерживать слабый. После этого, смешав, мы добавляем молотый чеснок в объеме 1/3 столовой ложки и тоже еще раз все хорошо перемешиваем. Смотрите, чтобы все это между собой смешалось, пропиталось маслом, но не сгорело. Будьте внимательны. Все хорошо перемешав, мы заливаем воду около 300 мл. Объем воды зависит от размера сковороды и толщины лапши, которую вы используете. Затем, залив воду, мы добавляем сахар в объеме 1,5 столовой ложки. Если вы острое сильно есть не можете, то можно добавить 2 столовые ложки, это снизит остроту. Все это перемешиваем ложкой и затем добавляем 1 овощной пакет и пол супового пакета порошка от рамена. Напоминаю, рамен у нас острый. Все это ложкой перемешиваем и должны заложить лапшу и довести до кипения. Точнее, довести до кипения и заложить лапшу. Когда лапша с одной стороны у нас размякнет, то мы переворачиваем ее на другую сторону. Удобно пользоваться щипцами или азиатскими палочками. И затем мы распределяем лапшу по всей поверхности сковороды. Огонь мы поддерживаем в этот момент средний, готовим на среднем огне, ближе к слабому огню. И если вы используете тонкую лапшу, а не такую, как в рамене, толстую, то заливайте меньше воды, соответственно, на вашу лапшу. Далее мы добавляем мелко нарезанный зеленый лук, 2 пера. Это опционально, если вы не любите зеленый лук или просто не хотите его, то просто это пропустите. Мы продолжаем так вот готовить, помешивая. И самое главное, это обратите внимание, когда вода почти уйдет и станет соусом, то тогда блюдо готово. Мы достигаем в этот момент нужной нам консистенции. Подаем мы это на большой тарелке, в принципе, как пасту, наверное, вот таким вот же образом. Как я и говорила, это самая простая возможная версия этого блюда под названием лапоки, которая относится к уличной еде в Корее. Можно сделать топпинг, например, с отварным яйцом, отваренным вкрутую, и посыпать сверху кунжутными семенами. Почему я, собственно говоря, делаю эту простую версию? У нас в Батуми, здесь в Грузии, уже 3-й день нету газа, произошла большая авария, и за 3 дня я успела попробовать съесть рамен совершенно абсолютно в разных возможных опциях. И вот делюсь с вами своим опытом. Пришлось использовать для этого даже плиту для кемпинга с газовым баллоном, потому что газ не работает. Ну вот, поделилась такими своими событиями. Вообще, это блюдо лапоки, оно также готовится с корейскими рисовыми палочками каре-ток и с рыбными палочками оммук. Ну вот это такая основная сложная версия. У меня было все по-простому, с недостатком остальных ингредиентов. Вы можете тоже попробовать. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!